Планшет с противоударным чехлом и защитой по стандарту MIL STD 810H, IP68, IP69K, IPS-экран на 11 дюймов, яркостью до 480 нит, процессором MediaTek Helio G99, аккумулятором 8000 мАч, системой из 4 динамиков Hi-Res класса, поддержкой 4G сетей, спутниковой навигацией, отличной операционной системой, и это только небольшая часть того, что из себя представляет планшет под названием AGM Pad P2 Active. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Перейдем к распаковке. Планшет поставляется в желтой упаковке из плотного картона, на ней есть название, изображение и краткие характеристики модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам планшет, защитный чехол, краткое руководство пользователя, запасные заглушки для разъемов, блок питания на 20 Вт, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, наклейки и специальный ремешок на шею для удобного использования планшета. Слот под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 512 гигабайт. Габариты планшета 275 на 186 на 21 мм вместе с защитным чехлом. А весит планшет вместе с ним 1100 граммов. Летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно я разыгрываю по одному смартфону. На данный момент это Poco X6 Pro раз в месяц. Условия для участия в розыгрыше просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте любой осмысленный комментарий больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала пишите свое имя в ТГ и подписывайтесь на ТГ скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал и телеграм-канал Болталку, где мы обсуждаем железки. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к планшету. Начнем. Приобрести планшет можно в единственной серой расцветке, но с разным комплектом, к примеру, со стилусом или с клавиатурой. Дизайн самого планшета без учета защитного чехла в целом очень даже неплохой, а с чехлом он выглядит стандартно для противоударного планшета или противоударного смартфона. Чехол выполнен из пластмассы и силиконовых вставок. Из плюсов данного чехла это кольцо, установленное на платформе с поворотом в 360 градусов, место для крепления стилуса, место для крепления ремешка и дополнительная заглушка для разъема Type-C и мини-джека на 3,5 мм. Я бросал планшет в чехле пару раз на асфальт, в итоге повреждений нет, за что отдельный плюс. Но такими темпами можно подобрать другой, более производительный планшет и докупать для него противоударный чехол, и все. Также отмечу, что данная модель имеет защиту по стандарту MIL STD 810H, IP68, IP69K. Вода на планшет никак не повлияла. Собран планшет неплохо, материалы тактильно приятные, корпус выполнен из алюминия. Грани прямые и в руках планшет лежит комфортно, но он слегка тяжеловат, даже без чехла. Печатать в вертикальном положении планшета возможно, но неудобно. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны Dual Silicon Mic и 4 Hi-Res стереодинамика. Персонализировать звучание возможности нет, стоковое же звучание не особо мрачное, да и динамики достаточно громкие. Также хотел бы отметить, что чехол перекрывает отверстие под динамики, но хуже от этого звучания не становится. Вибромотор слабый и не настраиваемый, но есть, и это плюс. Летим дальше. Pad P2 Active оснащен IPS-дисплеем на 10,95 дюйма с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Частота обновления экрана до 90 Гц с автоматическим режимом и 60 Гц. Мультитач на борту, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Плотность пикселей скромная, 333 ppi, углы обзора небольшие. Пиковая яркость по заявлению производителя 400 нит. По моим замерам на 100% яркости экран выдает 340 люксов. И яркости действительно мало. Далее, разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки и также технологией распознавания лиц. Биометрические данные можно завести только одного лица, срабатывает распознавание лиц корректно даже под небольшим углом, как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. Но не всегда. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Helio G99, что привычно и неудивительно. Мне кажется, их там уже давным-давно по весу продают. Техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2,2 ГГц. Графический процессор ARM Mali G57, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ. Интерфейс ROS на базе Android 14 версии, режима пока нет, как и нет функции для разделения экрана. Интерфейс доступен на русском языке, система работает неплохо, сильных подвисаний я не встречал, но то, что ПО не допилено под планшет, это прям очень заметно. По связи имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, VoLTE и 4G сетей со всеми бендами. Связь планшет держит стабильно хорошо, Bluetooth чип установлен в версии 5.2, радио работает только с подключенными наушниками, что для многих будет огромнейшим минусом. NFC модуля, разумеется, нет, но есть поддержка спутниковой навигации. GPS точность около
около 2 метров. Емкость аккумулятора 8000 мАч. В PC-марке устройство выдало 5 часов 31 минуту, что, как по мне, маловато. AGM Pad P2 Active поддерживает быструю зарядку до 20 Вт, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания за 4 часа 30 минут, поедает за час просмотра видео на YouTube с 70% яркости, по Wi-Fi 5-7% заряда. Это, конечно, не лучший результат, но и не самый плохой. В играх за 1 час уходит до 30%. Играть в подобные игры, такие как PUBG New State, Genshin Impact, возможно, но планшет вообще не игровой, да и комфорта из-за габаритов планшета вместе с чехлом в этом деле очень мало. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит с неплохой стабильностью, но с небольшими цифрами. Результаты вы видите на экране. В Geekbench 6 GPU Score 936, Single Core 718 и в мультикоре 20020. 3D Mark показал Slingshot Extreme 1898, Slingshot 2572, Wildlife Extreme 146, Wildlife Extreme Stress Test 181, Wildlife Stress Test 1019, Wildlife 703. В Antutu планшет выдал 411 тысяч попугаев. Storage Test показал 46 тысяч. Летим дальше. С тыльной части расположили основной сенсор Samsung GN на 50 мегапикселей с вспышкой, автоматической фокусировкой, фронтальный сенсор Samsung 4H7 на 8 мегапикселей, максимальное разрешение для видеосъемки у него 80p 30 fps, и плюс за то, что в стоковом приложении камера можно найти режим Pro, ночной режим, портрет, режим 50 мегапикселей, таймлапс и не только. Короткие примеры видео вы в целом уже наблюдаете, оценить, как фотографирует данная модель, можно будет с минуты на минуту. Минусы: кнопка увеличения громкости работает плохо, ПО недопилено, мини-джек реализован максимально плохо, мало яркости экрана, нет функции разделения экрана, нет режима ПК, чехол неплотно прижимается к планшету, старый процессор, хотя, возможно, для Huawei это супер новый. Слот только под microSD до 512 гигабайт, можно было бы расширить и до 1 терабайта. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, сейчас, скорее всего, идет распродажа на Али, может быть, и на эти планшеты тоже скидка. Резюмируя, планшет AGM Pad P2 Active не является прочным планшетом, прочный у него только чехол. Несмотря на это, даже сам планшет выполнен из достаточно качественных материалов. При этом без этого чехла это просто планшет с железом, которое очень часто встречается в подобной ценовой категории. От меня девайсу максимально скромная да. Напоминаю, что планшеты это не супер-мега топовая штуковина, которую покупают все и вся, их покупают надолго. Либо iPad, либо Xiaomi пады, либо Realme пады. И помимо этого еще есть Poco Pad теперь, и все пытаются на скидках, и даже OnePlus Pad, и еще много всего. Подписывайтесь на канал с колоколом. От меня девайсу, повторяюсь, максимально скромная да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.